What's up, guys? Биткоин у нас пробивает новую вершину и стоит 122 600 баксов. Практически 123 вот доходило до сюда. Просто жесть. Биткоин разрывает. Он растет импульсами. Опять же, как я говорил, что у нас рост происходит очень быстро. Людям не дают зайти. То есть импульсный рост, какая-то проторговка. Люди хотят зайти на коррекцию, коррекцию не дают, дальше идем. Здесь вот у нас была коррекция, на которую можно было зайти. Эти все уровни я показывал здесь показывал уровни для лонга. Это когда были там войны, тарифы, там просто прочее. Говорил, что вот зона лонга, пожалуйста. Первая зона, там можно было сколько забрать, вторая зона, забрали отскок. Потом я вот это вот показывал, на 107 тысяч долларов говорил, что пойдем на 105. На 105 можно было брать лонги на пробой. Пробой закрепились дальше над уровнем. Теперь это уровень у нас не сопротивления, а поддержки. Далее идем 112 покоряем, 112 покорили и идем на 120. Все, мои цели по битку достигнуты. Опять же, на канале есть видос, 13 дней назад, 95 просмотров, вот здесь вот видосик, биткоин 120к. Показывал, вот даже на битосе, на видосе видно, что вот там есть зарисовки мои, как биткоин будет двигаться. То, что мы идем в коррекцию, потом после этой коррекции идем, пробиваем новую вершину. Все, сделка отработала, пожалуйста, те, кто хотел, мог заработать. Когда у нас были вот точки входа в лонг, когда у нас биткоин лился на всех этих новостях о том, что Иран, Ирак воюют, все равно говорил, что будет лонг сбреет просто людей. У нас есть хорошая точка лонга, заходите, пожалуйста. Те, кто зашел, соответственно, заработал. И сейчас, что у нас происходит? Давайте вот даже реально вот посмотрим историю, это дневной график. У нас очень часто биткоин двигается импульсами, чтобы люди не смогли зайти. То есть очень быстрый рост, и люди не успевают зайти. Вот здесь вот то же самое импульсы. Вот буквально за пару дней, это дневной график, да, биткоин вырос на 31%, пожалуйста. И ну никто не успеет просто зайти. То же самое здесь было импульсный рост. Ниже у нас очень часто биткоин двигается импульсами. И, допустим, за текущий момент, давайте посмотрим, сколько у нас уже роста, если брать от пробоя уровня. Берем у нас линеечку, меряем от пробоя до текущей цены, это у нас 14% роста. И, ну, просто максимально быстро, без предупреждения, без новостей. Были какие-то новости здесь? Нет, биткоин просто взял, начал расти. Никто вас не будет предупреждать о том, что вы биткоин расти, альткоин расти. Рост просто начинается резко, и люди не успевают понимать, что происходит. И те, кто находится не в позиции, вы не можете знать, когда будет рост, никто не знает. И те, кто находится без позиции, они потом будут залезать по хаям. То есть позицию нужно брать заранее до роста набирать позицию. То есть здесь набирать, здесь. Никто не знает, вот с текущих мы пойдем в рост или с этих значений. Никто не знает. Те, кто находится в позиции, особенно которые заранее набирают позиции, те, соответственно, и забирают всю прибыль. Я 40 тысяч долларов говорил, что биток идет на 100к, дошли до 100к, потом говорил, что 120к, и все, текущие мои цели достигнуты. Все, что будет дальше, это уже сверхприбыль. Тут какие-то технические индикаторы уже вряд ли будут работать. Вот получается, это трендовая, которая проведена по двум пикам, то есть по пику 2021 года локальному, не по этому по локальному, и с 2013 года, вот здесь вот 2017 точнее. Такая трендовая есть, и мы дошли даже до этой трендовой, то есть если сейчас посмотреть, то мы прям ее пробили, находимся выше этой трендовой. Можно еще по логарифмическому графику построить другую трендовую, но в любом случае мы уже все трендовые, которые возможно пробили. То есть все, по техническому анализу пик достигнут, максимально возможное значение в цикле. Может ли стоить биткоин дороже? Может, и сейчас с вами разберем почему. Если смотреть индикатор MVRV Z-Score от Bitcoin Magazine Pro, то мы видим, что у нас биткоин находится вот здесь вот. То есть прошлые пики были по индикатору, вот здесь вот был пик по рынку, здесь был пик по рынку, здесь. То есть индикатор сильно перегревался. На данный момент индикатор, посмотрите, где находится. Ну, посмотрите, где он находится. Ну, он даже не близко находится там к перегретым каким-то значениям. Даже если брать, что у нас каждый раз пик снижается, то есть у нас идет понижение по пикам, даже будет где-то в этой зоне около 5, тогда можно будет говорить, да, что вероятнее всего пик поставили. Но на текущий момент мы еще не поставили пик. И поэтому, допустим, вот по этому индикатору не поставили пик. Далее давайте посмотрим P-Cycle Top. Очень популярный индикатор, очень хорошо отрабатывает. В прошлых циклах он отрабатывал до 2 недель, показывал точность пика рынка. И сейчас посмотрим, что он показывает нам. P-Cycle Top индикатор, его можно найти на разных сайтах. Суть этого индикатора очень простая. У нас есть две скользящие. Когда эти скользящие пересекаются, топ по рынку поставлю. То есть вот поставили здесь топ, скользящие пересеклись, далее у нас началась медвежка. Он не показывает точно пик рынка. Он показывает с погрешностью около 2 недель, там месяц-2 недели он показывает погрешность. Это нормальная погрешность на большой дистанции. Вот. И, соответственно, здесь вот тоже в 2017 году пик поставлен, скользящие пересеклись, медвежий рынок. Пик поставлен, скользящие пересеклись, медвежий рынок. Пик еще не поставлен. Посмотрите, на каком расстоянии находится скользящие. Посмотрите, они находятся очень далеко друг от друга. И когда эти скользящие пересекаются, тогда уже поставлен у нас пик по рынку. На данный момент пика по рынку не было. Давайте еще какие-нибудь индикаторы посмотрим. Очень много разных индикаторов абсолютных. Давайте вот радугу еще посмотрим. Тоже интересный индикатор, который показывает у нас максимальные значения биткоина в этом бычьем цикле. И много подобных индикаторов есть. Это все математические модели, которые построены на прошлых данных. Поэтому это важно понимать, что все индикаторы, они строят свои какие-то предположения, текущие данные
исходя из прошлых данных. Они не учитывают новые факторы, которые появляются каждый день в рынке. И это важно понимать, потому что любые индикаторы, они могут рано или поздно перестать работать. Мы даже сейчас находимся по этому радужному ЛГБТшному индикатору в нижней зоне, когда у нас биткоин вот находился в медвежках. Здесь медвежка вообще вот еле-еле-еле растем, потихоньку медленно. И мы даже не находимся в перегретой зоне. То есть вот если посмотреть, как в прошлые года, то мы даже пробивали эту вот красную зону, доходили до верхней границы, либо доходили хотя бы до оранжевой границы. Сейчас мы находимся между синей и зеленой границей. То есть если мы дойдем до оранжевой, то это по битку 340-464 тысячи долларов. И биткоин может только стоить, почему нет? Никто не верил, что биток будет по 100к, никто не верил, что биток там 16 тысяч, биток, если что, с 16 тысяч до текущих значений дал 660% роста. С дна рынка до текущих значений 660% роста дал биткоин. Это не альткоин какой-то супер волатильный, это биткоин. Самый топовый надежный актив на крипторынке. 660% роста. Пожалуйста, купили биток на дне, можете фиксировать 660. 6 иксов на депозит, какие? 7 иксов на депозит. Пожалуйста. Вот. И многие индикаторы, можно смотреть их бесконечно, есть куча разных, там, на CoinGlass есть там индикаторы пика рынка, давайте тоже их посмотрим. Смотрите, на CoinGlass есть целая подборка из 30 индикаторов, которые показывают нам пик бычьего рынка. На данный момент ни один из индикаторов не загорелся. Вот все индикаторы, все они горят красным. Все горят красным, и у нас 100% холд. У нас до сих пор еще не было пик, даже не было намека на пик рынка. О каком пике рынка может идти речь? Вот P-Cycle Top, который мы сегодня смотрели. Разные другие. Rainbow Chart тоже вот только что смотрели. Тут куча, вот MVRV здесь Core и куча других индикаторов. Ни один из них не говорит нам о конце бычьего рынка. Поэтому, и еще, кстати, бычьи рынки, сейчас тоже покажу один график, очень интересно. Я думаю, многие из вас видели этот график, это у нас получается психологический цикл рынка, основанный на, ну, это график с Уолл-стрит, там, где самые большие бабки делаются. И у нас бычьи рынки всегда заканчиваются эйфорией. Фаза эйфории. У нас фазы эйфории на рынке не было. У нас по запросам в Ютубе, в поиске, по притокам новых людей, там на свой же канал я вижу, на канал других людей. У нас нету притока ритейла, у нас нет притока новых пользователей, у нас нет эйфории на рынке. Люди все засажены в альткоины, они все плачут, когда их альткоины будут расти. Нету эйфории, вы просто сейчас нету. Все бычьи рынки заканчиваются эйфорией, нету исключений. Потому что на эйфории разгружается крупный капитал, на эйфории ритейл покупает любые активы по любым ценам, и только тогда заканчивается. Потому что крупному капиталу нужно разгрузиться. А в кого они будут разгружаться? А в тех, кто купил альткоины и сидят без кэша, и там последние деньги они вложили в свои альткоины, которые укатались на 90%. А в кого будет крупный капитал разгружаться? Когда на рынке эйфория, когда ваша бабушка вам звонит и говорит, а когда там покупать биткоин? Когда вам родители говорят про биткоин, когда везде говорят про биткоин, таксисты, все покупают, все зарабатывают, тогда пора валить с рынка. У нас не было фазы эйфории. На фазе эйфории зарабатывают все, но длится она очень недолго. И потом те, кто это все зарабатывает, и те, кто не вытаскивает бабки, они оставляют бабки в рынке. У нас этой фазы еще не было. Мы находимся где-то либо блив, либо трил, вот между этими двумя фазами, но точно не на фазе эйфории. Хотя у нас биткоин на хаях, но настроение по чатам и у людей, ну, просто где-то, не знаю, где-то вот, может быть, возле оптимизма и дисблив здесь вот находится. Поэтому у нас еще не было по сантименту пика рынка. Я сегодня писал большой пост про крипторынок. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Bendy Gang, ссылочка находится в описании. Там очень много полезной информации. Писал, когда пик по BTC. И вот такая вот фраза, которая мне пришло во время написания этого поста. Когда на рынке эйфория, то люди покупают активы за любую цену. То есть, если ты владеешь эмиссией актива, вот да, я тоже писал, если владеешь эмиссией актива, то ты можешь назначать любую цену за актив. А на эйфории люди покупают активы по любым ценам. Смотрите, вот тот же токен DYDX, да, можем сейчас, кстати, его посмотреть. 97% токенов в одних руках. 97% токенов в руках крупного капитала. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Концентрация больших кошельков. 97% держат большую часть токенов. И опять же, эти ребята, они могут назначать любую цену. По большинству альтов такая же ситуация. Большинство токенов находится в руках крупного капитала. И крупный капитал выкупает активы не для того, чтобы их обнулить. Но не для того, чтобы обнулить, они выкупают эту эмиссию. Нет, они, соответственно, будут раскачивать цены, чтобы распродавать эти свои токены уже новым людям, которые будут приходить и покупать на росте. Потому что люди почему-то не хотят покупать на коррекциях, когда скидки. Не хотят в зоне накопления покупать. Люди хотят покупать на росте. Очень странно, как это работает психология на рынках. Когда скидки в магазине, люди там толпой бегут. Когда скидки на рынке, никто не бежит покупать. Ну, я не знаю, почему так работает рынок, но пожалуйста, вот. Вот давайте еще один токен. Arbitrum. 74% токенов находятся в одних кошельках. Тут, то есть, любой токен практически открыть, такая же будет ситуация. Давайте Wormhole посмотрим. Есть Wormhole? Нет Wormhole. Окей, давайте посмотрим оптимизм. В оптимизме 83% токенов находятся на топовых кошельках, на кошельках крупных холдеров.
И так по большинству альтов, абсолютно вот любой альткоин, который можете посмотреть здесь, такая же ситуация будет. Я даже не знаю, какой мне там, может, тон посмотрим, давайте тон посмотрим. То же самое, 91% крупных кошельков имеет эмиссию тона. Пожалуйста. Если смотреть график Azars BTC, он очень большой, давайте его откроем на недельном таймфрейме, то мы видим, что у нас альткоины крайне недооценены по отношению к биткоину. Это можно все убрать. Вот, у нас была такая трендовая, мы ее, к сожалению, сломали. И у нас альткоины, посмотрите, это многолетний нисходящий тренд. С 2022 года альткоины только снижаются по отношению к BTC. И это было в прошлый раз тоже в циклах, вот, допустим, 2017 года. Постоянно вот снижались в 2018 год, и в 2021 году только начался разворот. То есть было снижение, многолетнее снижение альткоинов по отношению к биткоину, и только потом начался восходящий тренд. И посмотрите, как это восходящий тренд, он идет очень быстро, и буквально несколько месяцев, и все заканчивается. Все, на распределение, фаза распределения идет 3 месяца. Рост начинается очень быстро, далее уже идет фаза распределения. То есть именно сам рост может быть около 3 месяцев идти, фаза распределения может быть там чуть дольше, там полгода. Но в любом случае, самый вот именно момент роста начинается очень быстро. И никто не знает, здесь рост начнется, здесь он начнется, или здесь он начнется. Никто не знает, поэтому позицию нужно накапливать заранее, в зоне накопления. Вот тот же токен DYDX, вот мы DYDX сегодня смотрели, посмотрите, ну это конкретно зона накопления. Посмотрите на эти объемы конские, просто конские объемы. Вы думаете, здесь токены продаются? Нет, 97% топовых холдеров одобрали эмиссию. Здесь у ритейла просто отобрали токены. Нету токенов у ритейла. 3% ритейл держит в своих руках. Здесь отобрали, вот объемы, повышенные объемы. На этих объемах просто выкупали этот токен. Мои цели по DYDX находятся здесь около 16 долларов, 15-16 долларов. Скажете, это невозможно. Ребята, про биткоин тоже говорили невозможно. С текущих отметок это более 2500% роста. И это называется всего лишь отскок дохлой кошки. То есть это даже не прошлый пик. Прошлый пик 27 был баксов. Сейчас моя цель там 15-14, 15-16 баксов, да. Это даже не прошлый пик, это просто отскок дохлой кошки. Многие альты доходят до зоны 0.618 по Fibonacci 0.5, 0.618. Это просто технический анализ. ApeCoin. То же самое. Посмотрите, какие у нас объемы здесь. У нас объемы конские, и у нас зона накопления выраженная. То есть вот у нас дно, и по этому дну токен катается. Его накапливают, отбирает эмиссию у людей. И то же самое, вот 0.5 уровень по Fibonacci находится вот здесь вот. Это тоже 14-16 долларов. Пожалуйста, это даже не прошлые пики, когда там токен стоил по 27 баксов. Смотрим график отношения эфириума к биткоину. У нас эфириум тоже многолетний нисходящий тренд. С 2021 года эфириум только снижается к биткоину. И вот только сейчас мы начали видеть разворот. То есть у нас эфириум начал разворачиваться по отношению к BTC. Если такая тенденция продолжится, то эфириум будет расти больше, чем биткоин. Сейчас эфириум крайне недооценен по отношению к биткоину. Это видно по этому графику, что эфириум это отношение эфириума к биткоину. Если график внизу, значит эфириум стоит дешевле, чем биткоин. Если график растет, значит эфириум дорожает по отношению к биткоину. И прямо сейчас эфириум крайне недооценен. У меня очень большая ставка на эфириум. Я снимал видосы полгода назад о моих целях по эфиру. Как бы ничего не изменилось. У меня по-прежнему цели 7-8, 10 тысяч и 13-15 тысяч по эфириуму. Ничего абсолютно не изменилось. 7-8 это вот здесь вот 7-8, да. Это просто выход из этого треугольника. Из этого треугольника его можно по-другому нарисовать, да, можно здесь вот теперь вот так вот провести. Но в любом случае, типа, этот треугольник актуален, и выход из него это просто 7-8 тысяч. Ну, это как бы не какие-то супер значения. И там то, что все выше будет, это уже будет супер сверхприбыль. Поэтому я в эфириум очень верю, очень максимально буллиш в него. Несмотря на то, что его поносят все. Обычно, когда токен больше всех поносит, он потом дает большее количество иксов. Вот, поэтому такая вот закономерность наблюдается на рынке. Даже если посмотреть графики Total 3, Total 2. Ну, Total 2 за счет биткоина растет чисто. Вот Total 3, график альткоинов, да. Но мы даже не на пиках 2021 года. Мы даже не на пиках 2021 года. У нас денежная масса глобальная М2 просто идет в космос. Вот давайте с вами посмотрим М2. Глобальная 2, масса US М2. Посмотрите, что происходит с глобальной массой. Она просто нереально растет, деньги поступают в систему. И в любом случае на дистанции активы будут расти. Но мы сейчас находимся даже не на пике 2021 года. То есть денег стало гораздо больше, но по отношению к 2021 году мы находимся далеко не на тех отметках. И вот даже если посмотреть по трендовой, то с текущих, это весь рынок альткоинов, он может дать еще минимум 100% роста по всему рынку. То есть там какие-то альткоины дадут 5-10 иксов, какие-то там 20-30%. То есть это минимум, куда мы можем прийти вот сюда вот. Вот поэтому как бы еще все впереди. И то самое слово, которое нельзя называть альтсезон, он вероятно всего потихоньку начинается. Но опять же, будем еще смотреть на доминацию по биткоину. То есть у нас пока что доминация биткоина находится в многолетнем восходящем тренде. То есть у нас деньги идут в основном в биткоин, а не в альткоины. И в конце каждого цикла у нас получается биткоин сильно накачивают. И после того, как биткоин накачали, часть прибыли, крупный капитал, манипуляторы и прочие ребята, фонды, они направляют в альткоины и пампят свои сумки. Опять же, сумки уже заряжены. Я вам только что показал. DYDX, Arbitrum, еще какие-то токены. Большинство токенов находится в руках крупных кошельков.
Сумки уже заряжены. Осталось только взять и запампить. Все. И это каждый раз здесь был такой тренд. Потом у нас, ну, здесь у нас, в принципе, только биткоин, там парочку альткоинов было. Вот здесь вот у нас 21 ну, 17-21 год, то есть вот эти вот бычьи рынки. И прямо сейчас у нас последние, ну, не последние, текущий бычий рынок, он, вероятнее всего, также закончится. Просто часть денег из биткоина перельется в альткоины, чтобы запампить сумки крупного капитала. Не ваши, не ваши, никто не делает альтсезон, чтобы ты разбогател. Нет, альтсезон делается для крупного капитала, для манипуляторов, для фондов, не для тебя. Ты лишь можешь просто присосаться и откусить кусок пирога. Все, ну, максимум, что ты можешь сделать. Поэтому смотрим на доминацию. Пока что мы находимся в канале. Как только мы канал этот пробиваем, летим вниз. Мои цели по доминации это 40%, 50, 45, 50%. То есть вот здесь вот от 50 можно начинать фиксироваться. Вот у меня здесь зона, у меня, правда, белым текстом. Давайте вот так. 48 первая цель. Потом у меня здесь вот еще одна цель, это 40, вот 40%. Ну, 40 это как бы супер альт-сезон, это просто все взорвется. Вот от 50 до 48 уже можно начинать фиксировать сумку. То есть это будет огромный рост спроса по рынку альтов, если доминация упадет с текущих до 48, но это просто фарш будет. Это полный фарш. Это 25% движения доминации вниз. Это просто огромное количество бабла, просто миллиарды долларов пойдут в альткоины. И прямо сейчас у нас все идет к этому. Если у Трампа получится сместить голову ФРС, Джером Пауэлла, снизить ставку, то рынки настолько сильно накачают, что вот эти вот значения по битку, там 122-123 тысячи долларов, ну это просто будет только начало. Опять же, по многим индикаторам посмотрели, что мы очень далеки от пика. То есть у нас ни один индикатор не загорелся о том, что у нас пик рынка. Поэтому Трамп делает, как бы его там не поносили, то, что вот коррекция произошла, когда он пришел к власти. Я всегда топил за Трампа. Ну, я его не поддерживаю ни в коем случае. Я именно топил, что он будет качать рынки. Ребята, он бизнесмен. Он делает бабки, ему просто насрать на тебя, на твою сумку, на твою жизнь. Он делает бабки, у него сумка заряжена в крипте, он будет свою сумку качать. Ты можешь лишь присосаться и заработать часть прибыли. Все, единственное, что можешь сделать. И он будет качать сумку свою. И я об этом говорил много раз, когда он пришел к власти, когда его поносили. Я говорил, что Трамп будет качать рынки, потому что ему самому это выгодно. И если ему выгодно, то можно типа пристроиться к нему и заработать вместе с ним. Мне тоже выгодно, чтобы сумку раскачали, поэтому я говорю, что Трамп будет качать рынки. Но как бы это просто бизнес. Это бизнес, детка. У нас также индексы фондового рынка на хаях. S&P, NASDAQ, все на хаях. У нас просто максимально сейчас идет бычий тренд на всех возможных рынках. Денежные массы растут, и это, скорее всего, будет продолжаться. Также в криптобазе мы сейчас активно торгуем. Вот HNT, SPX токены, что там я еще давал. Solana, пожалуйста. Очень много трейдов мы сейчас отрабатываем. Aptos, пожалуйста, вот. То есть, ну, огромное количество токенов прямо сейчас, хорошие точки входа, уровни, зоны, которые я вам показывал, которые можно было зайти. Вот Аави давал в своем телеграм-канале, мог каждый зайти и заработать. Суи давал, вот, кстати, Суи тоже сегодня прострелила, по тейк-профиту закрылась. То есть я даю сделки и в публичном канале, и у меня есть закрытый телеграм-канал, который называется Криптобаза, там я сдаю кучу просто сделок, кучу аналитики, кучу обучающей информации, там ну просто полный фарш для тех, кто хочет зарабатывать на крипте. Вот это сообщество Криптобаза, здесь я делюсь своими мыслями по рынку, показываю сделки, мысли свои даю по сделкам, расписываю, рассказываю, показываю, вот все вот эти сделки, вот оно видно. И эти все сделки, вот я в прошлый раз, когда вот перед этим ростом, который был недавно альтов, я давал лонги, и эти лонги все отработали, просто все отработали. Вот, я писал пост, посмотрите, LDO отработала, Иена отработала, Dodge отработал, Сей отработал, Core отработал и куча разных других сделок, которые тоже дали нам хорошего профита. И это все находится в криптобазе. В моем закрытом сообществе я вот эти вот трейды даю. Также у нас есть инвестиции, вкладка инвестиций, где я делюсь своими покупками, что я покупаю, что делаю, мой портфель, тут это все находится. Далее у нас есть DeFi, спот трейдинг, там даем сигналы по мемкоинам, сливы с приваток, здесь у нас информация с других приватных сообществ, что в других приватках блогеры говорят. Далее у нас есть курс по трейдингу с нуля, можно обучиться трейдингу. У нас есть вкладочка образования, там полезные статьи и видео по крипте. Потом есть обучение DEX торговли мемкоинами. Короче, ну это полный фарш, что для всех есть все. Также есть огромная вкладочка с сливами курсов. Здесь огромное количество, на десятки тысяч долларов платных курсов. На десятки тысяч долларов от разных трейдеров. Dark Trader, вот этот вот чувак тоже очень, Сахо ДТ, очень классно торгует. Вот, и это здесь вот стримы, обучение, всякие вот, ну, все, что продают эти блогеры, здесь все находится. Просто ходите в криптобазу и получайте информацию с других приваток и сигналы по трейдингу. Кайф, кайф. Если хотите залететь в криптобазу, то по ссылочке в описании можно ознакомиться, как туда попасть. Так, что-то видос затянулся. На фоне вот этого вот растущего графика BTC будем заканчивать. Я сказал свои мысли по рынку еще до того, как он начал расти. И сейчас я говорю свои мысли о том, что у нас, если Трампа все получится, то у нас еще продолжится тренд. Индикаторы нам еще не показывают пика. Будут ли коррекции? Коррекции будут всегда. Будет ли расти рынок? Рынок будет расти всегда. Поэтому, как бы, как говорится, 50 на 50 куда пойдет. Ну ладно.
По альтам я в целом очень буллиш. Я опять же говорил много раз, что альты у нас уже сформировали разворотные паттерны. У многих альтов повышается хаилаи, и дальше, вероятнее всего, мы будем расти. Поэтому такие мысли по рынку. Я очень бычара. Бычара был всегда. Когда вот мы еще здесь начинали, там, с 40 тысяч долларов, я говорил, что у нас бычка, ребят, какая медвежка, у нас бычка, у нас нет пока что ни единого фактора, который нам говорит о том, что у нас началась медвежка. Ни единого нету. Поэтому продолжаем дальше расти. Опять же, не всегда забирайте прибыль с рынка. Не стоит жадничать. Если вы заработали там 2 икса, заберите вложенное, оставьте остальную сумму, пускай она там растет, там будете по ходу роста фиксировать. Никогда не жадничайте и всегда забирайте прибыль с этого рынка. Это залог успеха. Еще никто не обанкротился и не был бедным, когда забирал прибыль. Помните об этом. Ставьте видосику лайк, подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!